Приветствую тебя, дорогой подписчик. На моем канале будет много интересного контента. Подписывайся, ставь палец вверх и оставляй комментарии. Саванна просыпалась медленно, словно нехотя, растягивая мгновение между ночью и днем. Сначала бледное небо едва заметно светлело на востоке, потом тонкая полоса розового огня ложилась на горизонт, и лишь после этого солнце начинало подниматься, наполняя мир теплом. В такие минуты земля еще дышала прохладой, а запахи были чистыми и отчетливы. Именно тогда зебра Мари всегда выводила своего жеребенка в путь. Она знала, утро – лучшее время для обучения. Пока жара не притупила чувства, пока хищники еще не ушли в укрытие, а стадо двигалось неторопливо и внимательно. Мари шла вдоль пересохшего русла реки, выбирая знакомую тропу. Здесь она выросла, здесь когда-то следовала за своей матерью, учась тем же самым вещам. Различать опасность в едва уловимом запахе, слышать тревогу в шорохе травы, помнить, где земля надежна, а где обманчива. Иногда Мари вспоминала те времена. Образ матери приходил редко, но всегда в такие рассветы. Та зебра была строгой и молчаливой, но именно ее осторожность когда-то спасла Мари от львов у этого самого русла. Теперь Мари сама стала матерью, и ответственность ощущалась физически, тяжелым, но теплым грузом в груди. Берри шагал рядом, но слово «шагал» подходило ему плохо. Он подпрыгивал, резко останавливался, разворачивался, будто весь мир был создан специально для его любопытства. Его полосы еще не успели потускнеть от солнца и пыли, они были четкими, почти ослепительными. Глаза блестели, уши постоянно дергались, улавливая каждый звук. Для Берри саванна была не угрозой, а игрой. Камни казались друзьями, трава – укрытием, а каждый новый запах – приглашением. Он еще не знал, что земля может лгать, что тишина бывает смертельной, а красота – опасной. И Мари это знала. Она позволяла ему отходить недалеко, но всегда держала в поле зрения. Иногда резко фыркала, и Берри тут же замирал, не понимая причины, но чувствуя важность момента. Так он учился доверять не только себе, но и ей. В тот день саванна была особенно тихой. Даже птицы кричали реже, а насекомые стрекотали как-то лениво, будто устав от жары. Солнце поднималось быстро, и воздух начинал густеть. Трещины в глине пересохшего русла казались глубокими, словно старые шрамы, а редкие лужицы грязи блестели обманчиво спокойно. Именно там, у каменистого гребня, Берри увидел бабочек. Они вспорхнули неожиданно. Яркие, легкие, будто кусочки неба, сорвавшиеся и решившие поиграть. Их крылья отбрасывали короткие тени на землю, и каждая тень казалась живой. Берри остановился, забыв обо всем. Мир сузился до этого танца. Он сорвался с места прежде, чем Мари успела подать сигнал. Мари вскинула голову, сердце ее болезненно сжалось. Она ускорила шаг, затем перешла на бег. Запахи смешались, след сына рвался, но она все еще слышала его. Легкий, быстрый, беспечный. «Стой!» Ее фырканье было резким, тревожным. Но Берри уже исчез за гребнем. Мари бросилась следом и не заметила опасности. Земля под копытами выглядела сухой, привычной, но в следующий миг предательски дрогнула. Глина проломилась, ноги ушли вниз, и тяжелая холодная грязь сомкнулась вокруг них. Первый страх был острым, почти оглушающим. Мари рванулась инстинктивно, всем телом, но это лишь усугубило положение. Трясина тянула, липла, засасывала, словно живая. Каждый вдох становился тяжелее, грудь сдавливала. Солнце, поднявшееся высоко, обжигало спину, и от этого жара начинала кружиться голова. Мари позвала Берри, громко, отчаянно, с той особой нотой, которую слышат только дети. Берри вернулся, выскочил на берег и замер. Перед ним была мать. Сильная, всегда уверенная. И теперь она была беспомощна. Его мир дал трещину. Он подбегал ближе, но земля под ногами скользила. Он отскакивал, снова подходил, звал ее тонким, прерывистым голосом. Он не понимал, почему не может просто подойти и вытянуть ее. Не понимал, почему она не идет к нему. В его маленьком сердце страх боролся с желанием действовать. Стадо услышало шум. Несколько голов поднялись, полосатые силуэты замерли вдалеке.
Кто-то фыркнул тревожно. Но запах опасности был слишком силен. Инстинкт взял верх. Стадо ушло, оставив позади пыль и тишину. Мари видела, как они исчезают. Она не винила их, таков был порядок саванны, время тянулось. Солнце стояло неподвижно, как глаз, наблюдающий за их мучением. Мари чувствовала, как силы покидают тело, как грязь поднимается все выше. Она перестала бороться. Не из слабости, а из понимания. Каждый рывок приближал конец. В голове всплывали обрывки памяти, первый дождь после засухи, вкус свежей травы, теплый бок матери, первые шаги Берри. Она смотрела на сына долго и спокойно. В этом взгляде было все. Любовь, сожаление, надежда. Если бы она могла говорить, она сказала бы ему бежать. Жить. Берри чувствовал это, хоть и не понимал словами. Его движения стали резкими, отчаянными. Он метался, фыркал, бил копытами землю, пока вдруг не услышал новый звук. Чуждый, громкий, пугающий. Рев мотора. Он не знал, что это, но понял одно. Это движение. Это что-то сильное. Что-то, что не боится грязи. Жеребенок побежал, сам не зная куда, выбрался на дорогу и встал прямо перед пикапом. Машина резко остановилась, подняв облако пыли. Люди внутри удивленно переглянулись. Полосатый малыш не убегал. Он смотрел на них и снова оглядывался назад, будто звал. Рейнджеры поняли. Один из них тихо сказал что-то другому, и машина тронулась следом за Берри. Увидев Мари, они сразу оценили ситуацию. Это была не первая спасенная жизнь, но каждая такая ситуация требовала полной сосредоточенности. Они действовали без суеты, будто время замедлилось. Один подготовил усыпляющее, другой проверял глубину трясины длинным шестом, третий подгонял машину, выбирая точку опоры. Когда Мари погрузилась в сон, ее дыхание стало ровнее. Люди разложили щиты, чтобы грязь не втягивала ее снова, аккуратно закрепили ремни вокруг тела, стараясь не причинить боли. Машина начала тянуть. Трясина сопротивлялась. Грязь хлюпала, чавкала, будто сердясь. Но сантиметр за сантиметром тело зебры выходило на твердую землю. Когда все закончилось, наступила тишина. Рейнджеры отступили. Проверили дыхание, сердце, глаза. Убедились, что переломов нет. Оставили воду, корм и отъехали, наблюдая издалека, не вмешиваясь больше, чем нужно. Мари пришла в себя постепенно. Сначала запахи, пыль, металл, трава, потом свет, потом тяжесть собственного тела. Она попыталась подняться, получилось не сразу, но получилось. Земля под копытами была твердой. Первое, что она увидела, был Берри. Он стоял рядом, тихий, испуганный, но живой. Его уши были прижаты, глаза широко раскрыты. Он боялся пошевелиться, будто одно неверное движение могло снова отнять у него мать. Мари фыркнула. Мягко, успокаивающе. Этот звук был слабым, но для Берри он значил все. Он прижался к ней, и его дрожь постепенно утихла. Они долго стояли так, не двигаясь. Потом пили воду, ели корм, отдыхали в редкой тени, солнце клонилось к закату, и саванна снова наполнялась голосами. Осторожно, будто проверяя, можно ли снова жить. Когда Мари почувствовала, что силы вернулись, она повела сына туда, где воздух хранил запах стада. Они уходили медленно, осторожно, но вместе. Берри больше не убегал вперед. Он шел рядом. Рейнджеры смотрели им вслед и улыбались. Они не кричали от радости, не хлопали друг друга по плечам, просто стояли молча, чувствуя редкое спокойствие. В этот день саванна не потеряла мать. А жеребенок получил свой первый и самый важный урок – о страхе, терпении и о том, что иногда помощь приходит оттуда, откуда ее совсем не ждешь. Полосы на теле Берри стали шире и темнее. Движение, да, размереннее, а взгляд – внимательным и спокойным. Он больше не скакал без оглядки и не бросался за каждым движущимся пятном света. Теперь он шел во главе небольшой группы, уверенно выбирая путь, прислушиваясь к земле так, как когда-то учила его мать. Саванна изменилась и осталась прежней одновременно. Все так же трескалась глина в засуху, все так же редкие дожди наполняли старые русла водой, и все так же утро было лучшим временем для дороги. Берри любил рассветы. В них было что-то правильное. Обещание, что мир, каким бы жестоким он ни был, все же продолжает жить. Мари больше не шла рядом.
Ее не стало в один из сухих сезонов тихо и без борьбы, как уходят те, кто выполнил свое предназначение. Но она не исчезла. Она осталась в запахах, которые Берри различал безошибочно, в осторожных остановках перед сомнительной землей, в том, как он задерживал шаг молодых зебр, слишком увлеченных бегом. Иногда они подходили к тому самому месту, к каменистому гребню и низине, где земля казалась твердой, но помнила предательство. Берри всегда останавливался там. Он фыркал коротко и глухо, предупреждая остальных, и стадо послушно огибало опасный участок. Никто не спорил, его опыт чувствовался без слов. Молодые же ребята тянулись к нему. Они шли рядом, подпрыгивали, отвлекались на бабочек, совсем как он когда-то. И каждый раз Берри мягко возвращал их, касаясь мордой, точно так же, как делала Мари. Он не злился и не торопился. Он знал, мир нужно показывать постепенно. Иногда, в особенно тихие дни, когда воздух был наполнен пылью и стрекотом насекомых, Берри вспоминал тот звук, рев мотора, чуждый саванне, но ставший частью его судьбы. Он не понимал людей и не искал их, но память о них жила где-то глубоко, как напоминание. Даже в мире инстинктов и силы есть место неожиданной помощи. Однажды на горизонте снова показалась дорога. Стадо остановилось. Молодые зебры насторожились, но Берри остался спокоен. Он посмотрел в сторону пыльной полосы и не почувствовал угрозы. Машина прошла мимо, не сбавляя хода. Их миры лишь коснулись друг друга на мгновение.